Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И сегодня будем играть за БК-бака, да, именно так. Сегодня будем тащить за имбу без скинов. Снял я с него все скины. Решил сделать именно так, потому что 15 уровень, потому что, вы знаете, у нас боты 15 уровня как раз в игре есть. И именно за счет такого стечения обстоятельств можно прикинуться ботом. Именно так я и хочу сделать. Надеюсь, все будут думать, что я бот. Я, кстати, недавно проходил, чтобы вы понимали, обучение. Ну, в игре, в Зубе у нас, да. То есть заходил, типа, новый аккаунт, все дела. Там у Бака в начале активный навык перебущен. Он у него, к примеру, здесь находится, да? И он прыгает аж не знаю, наверное, еще такой один прыжок делает. То есть вот такая вот дистанция одного нажатия активного навыка. Я не шучу, вот серьезно. Так оно и есть. Ну ладно, это все мелочи. Сегодня будем тащить, нагибать, потому что Бак это имба. Просто залетаем, нажимаем 3 кнопки, и все умирает. А потом снова нажимаем активный навык, и опять 3 кнопки, и в общем... Ничего сложного, все элементарно просто. Серебряный дробовик. Да. Был, а Джоуи его... О, выкинул. Видали? А как это так? Это что, разрабы так сделали? Чтобы теперь не было такого, что... Что Джоуи забирает и... Ну, лут, и он пропадает потом. До свидания, друзья. До свидания. Красивенько получается, в принципе. Хамелеус решил не врываться, но тут врывается еще другой. Этот у нас уже жираф не убежит никуда. Видали, да? Видали, да? Это, да, это игра. Прекрасная Зуба. По-другому не скажешь. Ага. Ну, вы видели, 2 раза подряд, как бы. О чем можно говорить? Я не знаю. Да ну, 3 раза подряд. 3 раза подряд. Я уже устал это. Реально устал от этого, ну, беспредела. Ну, серьезно, 3 раза подряд одно и то же. Но он, скорее всего, забежит здесь. Вряд ли будет через что-то другое забегать. Нужно сейчас идти к команде. А у нас команда разделилась. Офигеть. Офигеть. Ну все, я минус, скорее всего. Вряд ли я смогу здесь оттащить соло. Когда у меня вот так вот стан работает. Ну, вы видите, да? То есть, ладно бы я еще мог среагировать, там, нажать кнопки. Но у меня просто, блин, у них 4 никса меня гранатами закидали. 4. Ну, что я могу сказать? Команда гений, которые не видят, что происходит на карте. Оставшиеся, да, я имею в виду. Кенгуру у нас тоже гений, который решил сдохнуть пойти. Мне пришлось его спасать. В итоге этот гений умер. К нам еще пришел скат. И вот что получилось. К сожалению... Ну и вы видели, да? Сколько раз я в этом бою притянул под себя противников и сколько раз по ним прошел стан. От активного навыка Бака. 0. У меня нет слов. У меня нет слов реально просто. Ты притягиваешь перед собой противников. Под себя даже, я бы сказал. Стан должен по ним проходить, но он не проходит. Они просто смотрят на тебя и угорают, да? Других слов у меня просто нет. Лут какой-нибудь хотя бы есть, ну... Вообще ничего нету, понял. Хотя бы притянем. Вот видите, сейчас нормально было. Почему тогда нельзя было нормально сделать? Опа, сейчас золотая легендарная. Ха-ха! Да, вот просто отжал легу у никсов. Чекайте. Такое никогда в жизни больше не увидите. Это было лучший момент в моей жизни. Навсегда запомню. В рамочку поставлю там. На стеночку повешу, все дела. Ну, отжать легу у никсов. У никсов. Как же это было жестко. Ну, теперь у меня бак фулл заряженный, 2 аптечки, фулл золота. Я даже не знаю, что меня сейчас может остановить. Ну, может остановить меня соло сквад. Хотя нет, уже не остановит. В этом бою, как видите, я могу иногда попадать активным навыком, поэтому это говорит о том, что им, скорее всего, попаду. Никсы, конечно, скорее всего, обиделись. Особенно вот этот вот. Да. Ну, очередной никс, гений команды. Понятное дело. Ладно. Кстати, да, там 12 никс, кстати, был. А нет, он не обиделся, он просто... Просто он так ходит. У него такой стиль игры. Противников мы найти не можем, но идем под красную зону. Логично. Понеслась, ёпта! Махач. Ох, как же мне это нравится. Это лучшее, что есть в игре. Бачка 14-го сейчас шотнем красивенько. О чем мы тут забыли, не понял. А что происходит? Как это они так тут вворачиваются непонятным образом? Ладно, похилимся сейчас. 2 аптечки, все дела. Так, еще одну золотаем. Пригодится. Там еще сквад пришел снизу. Чего вас так много? Ну ладно, я всех вас убью. Так в смысле такие толчки? Вы что? Вы нормальные вообще?
Как вы можете на такую дистанцию толкать? Вы видели, меня просто оттолкнули там очень жестко. Жесть прямо как оттолкнули. Че мне сквад разделился? Ну что? Ай, спокойно, не бомбить, не бомбить. Нормально все. Я сейчас буду делать вид, что меня здесь нет. Да, неплохой вариант. Не получится, да? Гениев увести нормальным путем не получится. Им нужно идти по невыгодному пути и получать в ответ. Хотя тут уже, смотрю, сквад противников умер. Как-то все Изине на жираф постарался. Судя по всему, сдалека побахал. Потому что, ну, я не знаю, почему и как они могли умереть здесь по-другому. Так, ну Никса мы добьем. Да, как-то все изи. Слишком изи, как по мне. Ну, опять же, это баг 15 уровня. Немножко залетел, немножко всех поубивал, и все, как бы закончилось. Ничего особенного сложного в нем нету. В этом и заключается имбовость этого персонажа. Вы ничего особенного не делаете. Просто одну кнопку нажали, залетели, 3 кнопочки по КД и все. И вы царь. Ничего сложного. Конечно, лучше, конечно, на бака взять все-таки подвижность. У меня все-таки 15 уровень. Я думаю, скоро это будем, кстати, делать. Будем прокачивать слот 4. Опять же, сначала всех феромончиков прокачаем, да. Не быстро это, конечно, но сейчас у нас двухдневная акция на золотую лихорадочку, то есть x2 по монеткам. А x2 по монеткам это означает что? Правильно, это означает куча монет, которые можно залутать. Я, кстати, уже открывал кучу сундуков, но мне ничего не выпало. По крайней мере, что на нового персонажа не хотели выпадать. Обидно. Зато выпали на Эдну. Там почти еще один золотой сундук и будет уже 12 уровень. Ну, опять же, это золотой сундук надо еще достать. Обидно, что только на Эдну первобытный инстинкт бесполезный. Вряд ли его изменили с тестовой версии. Ну, мне так кажется, что вряд ли изменили. Поэтому непонятно, как он будет себя показывать. Скорее всего, будет бесполезен. Но посмотрим, что. Все равно надо его делать, собирать. Так, ну. Я, наверное, здесь останусь. Намекну ребятам, что нужно играть командно. Ох ты, золотой дробовичок. Какая гранатка, какая гранатка. Класс. Серебряная гранатка, золотой дробовичок. Так, ну все, погнали. У нас 15 никс. Вы видели? Вы видели? 15 никс. С канистры геля. Ёман. Это капец, просто это капец. 15 никс с канистры геля. Ну все, теперь не знаю, что я здесь, а у нас 15 никс фигней занимается. Ну вот видите, мой сквад. Как вы думаете, что они там делают, эти гении? Что Бобёрова делает? Почему нельзя стрелять в противника? А? Почему нельзя стрелять в противника? О, ботик пришел, ботик, отлично. Ботика надо лутать, а то аптечек вообще нет и коптя тоже нет. Лутаем ботика, идем дальше. Драться. Вот, с крабика нужно подраться. Правда, крабик убежит. Нужно отхилиться, наверное, все-таки. Зубы вампиром я не помню, у меня вроде должны были быть. Крабика ловим и убиваем. Тут еще, кстати, Брюс, походу, не их пришел. Другой сквад, наверное. А может и их все-таки. Не знаю, непонятно. Я пока что ворачиваюсь, как вы видите, да? То есть, кидаю гранатку, ворачиваюсь. Так, крабика они не успевают резать. Брюсика сейчас тут убиваем. Так, ну я напугал здесь Бака. Бак с ботинком. Блин, куда я прыгнул? Какая меткость, просто слов нету. Так, пока что маневрируем. Делаем все, что могу. И нужно сейчас спасать. Блин, они сейчас... Блин, я сейчас умру. Ё-моё, кролик. А, сложно. Как же сложно-то. Как же сложно-то, блин. Ну, я сделал все, что мог. Реально все, что мог сделать. Нужно 15... А, нет, не получится. Вот, опять же, попали в тиски между двумя складами, да? Там один склад был не добит, но у нас вообще не было аптечек. У нас за весь бой одна аптечка была, понимаете? Еще вроде бы была одна аптечка с краба, но я не уверен, что мы ее успели залутать. Ой, это обидно. Никс, не знаю, как умер, ему нужно было просто прыгать и жить, но он почему-то умер. Меня вы видели, ну там, чисто расколбасили на две стороны, я без вариантов там умирал. Потому что зубы вампира фиг используешь, там очень много дальников у них было. Хилок никаких нету. Ну и такие вот дела. То есть у имбы Бака есть свои минусы. Они видны. Ботинок, конечно, очень нужен. В любом случае. А, кроликом уже шотнули. А я тут заливаюсь, тут уже врывался в короля. Думал, сейчас как я ему втащу. Опа, льва застанили, отлично. И добиваем. В 2 Бака приятно играть.
Приятненько, очень даже. Хилимся, бачок золотая, сейчас и аптечку, и капканчик. И, в принципе, можно выходить в драку. Там, кстати, ребятки, игра Diablo Immortal вышла, да? Напишите вообще, кому она будет интересна. Мне просто хочется лично узнать. Может, ну, кто досмотрел до этого момента. Именно так. Потому что игра топовая, я посмотрел, мне понравилась очень сильно. Да, именно так. Поэтому, скорее всего, скоро ворвемся. Правда, там были технические нюансы по поводу этой игры, но все-таки, понимаете, игра последнего поколения, мобилочка. Вроде 5 лет делали. Китайцы, кстати, делали. То есть Blizzard блин, сложное слово. Курировала, да, а китайцы делали. И вот на выходе получилась вроде хорошая штучка. Поэтому заценим. Там уже несколько миллионов людей скачали. Ну, конечно, не как зубы, там 50 миллионов, да, но все равно, думаю, игра будет топовая. Посмотрим, в общем. Оценим, так сказать, и сделаем выводы. Ладно, возвращаемся к Зубе. Жираф у нас супер-сверхчеловек, который гений тащит там соло-бои, вы знаете, ну вы знаете, да. Эти жирафы, они такие, да. Нажал кнопку и затащил. Ой, капец, хамелеош, иди сюда. Иди сюда, говорю. Вот же бесполезный на хамелеоне, а. Вот просто слов нету. Просто нету слов. Никса сейчас ловлю красивенько. Сразу поставим капканчик. Ай, ну ладно, Никса словили, хорошо. Никс так-то немножко пожестче, чем все-таки кролик будет, чем хамелеон. В плане неудобства ловления, да? Так, получаем сразу хилочку. Одну лутаем. Ну, я думал, что он рискнет. Я думал, что он рискнет, но он не рискнул, из-за этого... Капец, у нас тут жираф порвался, смотрите. Вот же дерзкий тип, а. Вот же дерзкий тип, просто слов нет. Чисто ворвался и раскидал. Ну, чё мог сказать? Жираф гений оказался все-таки. Все-таки гений, да. В хорошем смысле этого слова, конечно. А не в том смысле, когда я его обычно использую на своих прекрасных друзей, союзников, которые у меня тут играют. В моей команде обычно. Ну, жираф красавчик, что я мог сказать? Не умер. Раскидал здесь противников, которые заходили к нам сбоку, которые пытались от нас убежать. И по итогу принес нам победу. Жираф красавчик. Ничего не могу лишнего сказать. Хотя он должен был умирать с шансом 100%, но почему-то он выжил. Ладно, давайте используем тактику пенька. Да, тактика бочки. Орел, как тебе две стяжечки? Как тебе двойной станчик? Нравится? Нравится. Вопрос, как у меня хп улетело? Интересный вопрос, на который мне никогда не будет ответа, наверное. Ладно, идем дальше. Остался последний противник, которого нужно найти. Прикину слабенькой бочкой. Это, кстати, иногда помогает, потому что противники думают, вот, идет какая-то бочка, надо ее убить. А там баг 15 уровня. Бабам. Да, именно так. Сейчас мы, кстати, узнаем, где здесь противники. Где они прячутся. У нас остался один последний. Скорее всего, сидит вот где-то здесь. Ну или не здесь. Тактика. Почти угадал. Почти. Ну что ж, еще один бой мы затащили. И на этом будем заканчивать. Вот такой вот сегодня баг получился. Ну, чем мог сказать? Имба. Имба. Если не вот с двух сторон не душат-то конкретно, если у вас команда более-менее адекватна, то изи катки. Просто изи катки. Даже когда с двух сторон душат, в принципе, баком можно вытащить. Сначала один склад убивать, потом второй. И более-менее нормально получается. Но если там тоже адекватные игроки, то сложно. Сложно. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не забывайте участвовать в золотой лихардочке. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.